Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшний наш расклад Таро – это не просто гадание, это предсказание, которое раскроет, о чем вы очень скоро узнаете и какие новости спешат в вашу жизнь. Иногда карты Таро приоткрывают то, что скрыто за завесой настоящего, показывая знаки судьбы, готовые воплотиться в будущем. Этот расклад как прогноз. Но не холодный, а живой, хотя и немного страшный, исполненный на страшных картах, наполненный вибрациями перемен. Вы узнаете, что сбудется в вашей личной жизни, в делах, в чувствах, в энергиях, в том, что тревожит сердце и не дает покоя. Таро всегда готовит и говорит с теми, кто готов услышать. И если вы здесь, значит, грядут перемены, может, они уже рядом, в словах, в взглядах, в сообщениях, которые вот-вот придет. Сейчас мы откроем потоки судьбы, чтобы увидеть, какие известия, предзнаменовения уже направляются к вам. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свои энергетики. И прямо сейчас мы на картах Таро узнаем, что изменит ваш путь. По традиции начнем с того, что посмотрим, кто на раскладе, с какой ситуацией, вообще как вас, как клиента видят карты Таро сегодня. Смотрите, вас видят человека не бедного, вы не нуждаетесь прямо в каких-то подаяниях, да, то есть вы человек самодостаточный и, скорее всего, семейный, скорее всего. Как минимум, вас карты видят как человека, на которого очень сильно влияет семья. То есть семья для вас имеет, наверное, главное значение в вашей жизни. Луна, сейчас вы, чувствуете, что что-то должно произойти, но не понимаете, что. Вы переживаете, и вы, возможно, и хотите какой-то перемены, трансформации, но, может быть, вы к ней еще не готовы или опасаетесь этой перемены, этой трансформации. Любите кого-то. Может быть, женщину, может быть, мужчину. То есть тут об отношениях. То есть вы, как минимум, может быть, вам очень трудно что-то изменить в семье. В семье именно, да, вот она семья. В отношениях, в семейных отношениях, да, вот так. Могут быть трудности с родственниками, с мамой, особенно с мамой. И с отцом тоже могут быть трудности, да, вот у вас так. Луна все-таки, она о трудностях, о каких-то, может быть, неприятностях, но этот человек вам близок, дорог, переживаете, может быть, сильно. Здесь, знаете как, с одной стороны женщина, а с другой мужчина. Смотрите, на женщину выпадает Луна, женщина, мужчина и женщина. На раскладе мужчина или женщина, для которой любовь, именно любовь, влюбленность на первом месте, но или недавно что-то случилось не очень хорошее, и вы сейчас пытаетесь это нехорошее замять как-то, решить. Либо оно сейчас происходит, но вы надеетесь на лучшее, и что должна проясниться какая-то ситуация, Солнце все-таки, которая решит либо миром, либо полюбовно то, что происходит в вашей семье с близким человеком. Без разницы, кто это. Это может быть дочь, сын, муж, мужчина. И девятка кубков прямо вас видит как человека, идущего с счастью, ищущего счастья и желающего убрать что-то плохое из счастья, которое касалось вашей семьи, ваших отношений, может быть, работы. Здесь Солнце больше о мужчине и женщине как-то почему-то мне идет, потому что все-таки в центре у нас двойка кубков. Да, двойка кубков – это он и она. И с одной стороны, она на она, а он на он идет. Поэтому на раскладе
состоявшийся самодостаточный человек, мужчина и женщина, который очень переживает за то, что происходит с близким человеком из семьи, хочет, чтобы все получилось как можно лучше, желает ему счастья. И, смотрите, здесь вот очень много мужских карт. Мужская. И десятка пентаклей, она может быть и мужская, и женская. Все-таки 2 мужских, 2 женских, а посредине мужчина и женщина. Поэтому расклад о человеке, мужчине или женщине, для которого очень важно убрать Луну или неприятности, или, может быть, ссору, может быть, порчу, магию, да, ну вот что-то плохое с отношений с партнера или с близкого. Давайте посмотрим все-таки, как видит дух эту ситуацию. Добавим еще. Ну, смотрите, здесь 6 мечей. Нужно решать. Нельзя откладывать эту ситуацию. Чем больше вы ее откладываете, тем тяжелее вам ее будет решить в будущем. Почему так? Все-таки 6 здесь ложится на 10, а 10 это будущее туда, да, в будущее. И 16 это уже, ну, знаете, если вы не будете сейчас это решать, то потом может быть настолько хуже, что вы все потеряете. Башня, да, 16. Ну и ответственность вам нужно брать на себя. Ответственность решать, двигать это дело. То есть застоя в этой ситуации, карты говорят, не создавай застоя, то у тебя темная вот эта энергия, видите, как руки из воды лезут, да, пытаются остановить, а это вы плывете. То вот эта луна вас как бы, ну, как будто бы она вас, ну, что ли, засосет, да, то есть затянет в темноту. А путь к солнцу, он у вас идет через тернии, да, через темноту, через терен. Ну, окей, давайте тогда все-таки теперь посмотрим в энергии, ну, нырнем в ваши энергии и посмотрим, вот что сейчас происходит в вашем энергетическом поле именно, и что вы вот притягиваете к себе. Притягиваете вы к себе мужчину, короля Пентаклей. Этот мужчина прежде всего телец, дева или козерог, но вы притягиваете к себе деньги, работу. Ну и где-то король Пентаклей часто о здоровье, особенно о мужском здоровье. То есть вы, ну, по сути, вот все ваши вибрации, они настроены на богатство, на богатого мужчину состоявшегося, на успех этого мужчины особенно, ну и на свое здоровье, богатство в том числе. То есть у вас вы притягиваете богатство, мужчину и здоровье. Ну, а богатство и деньги тоже туда же, да. Ну и неплохо. Очень неплохо. То есть, в принципе, сам настрой у вас, как говорится, неплох. А вот Луна. И вот как раз вопрос напрашивается. А вот что вы чувствуете подсознательно, да, вот в глубине Луны, да, это ж вытесненное или бессознательное, но не осознаете разумом пока что. Ваше бессознательное, которое разумом, ну, не поддается пока. Вы бессознательно чувствуете, что от вас отдаляется мужчина и ваша цель. Но подсознательно, опять-таки, вы чувствуете мужчину, особенно если он ваш любовник. Но если смотрят мужчины, то вы можете чувствовать, в принципе, и женщину-любовницу в том числе. Ну и разумом вы можете ощущать влечение к человеку, которого рядом с вами сейчас нет. Это бессознательно у вас происходит. Особенно к мужчине, который на расстоянии. А вот смотри, какие вот вибрации судьбы уже шепчут о приближении перемен. Да, вот неких. Вот здесь какой-то такой треугольник, как будто начинает что-то вращаться. А вот они. Вибрации судьбы, которые шепчут о приближении перемен вам. Это страшный суд. То есть вы начинаете наблюдать эту трансформацию. Вы ее не осознаете пока что еще до конца. Но что в вашей жизни вибрирует? Да? А здесь вибрирует материальный мир и духовный. То есть вы находитесь между двумя мирами, между материальным миром и духовным миром. То есть вы как бы уже и не полностью в материальных ценностях, но еще и не
полностью погрузились в, ну, давайте в кавычках, в духовное, да. Что происходит в судьбе? Вы начинаете терять материальное, у вас начинаются потери, у вас начинаются, может быть, пустые траты денег, может быть, расстройства какие-то, в том числе и в отношениях со здоровьем и так далее. То есть вас по страшному суду вы начинаете избавляться от всего, что лишнее в вашем мире, но вы этого еще не осознаете, что это для вас лишнее. А вот смотрите, что из прошлого, да, вот эти вот 3 карты, ну и Луна, она туда же, активировала события, которые происходят сегодня. Незакрытый гештальт. У вас была идея, план или бизнес, работа какая-то, ну тут жезлов – это внутренний импульс. Вы что-то не доделали до конца, вы начали и не завершили это, огонь на огонь. И это связано с бизнесом, с работой, меньше, с мужчиной, может быть, с отцом. Да? То есть, если, допустим, с отцом это родовая программа, да, какой-то незакрытый гештальт с папой. Ну и все ваши планы, которые были не завершены. То есть, вас прошлое, получается, да, подталкивает завершить, либо ну, доделать до конца, довести, да, страшный суд, либо уже просто, ну, как бы оно уже перегорело, и вам уже и пора бы что-то новое начать, да, и как бы судьба, может, и намекает, что, ну, вот первые намеки, что старая реальность, она у тебя уже так не работает, тебе нужно начинать новое, а старая, ну, как бы, а ты еще за старое как бы цепляешься, да, вот так. Окей. А вот почему именно сейчас приходит время, или пришло время узнать тебе правду, да, вот почему именно сейчас? Это, знаете, есть такая, вот в оракуле, ну тут не буду его вытаскивать, есть такая карта трансмутация боли, да, тебе твою боль, которая внутри тебя живет очень долго, ну, живет в твоей памяти, в голове прежде всего по 3 мечей и в сердце. То есть ты уже не можешь терпеть эту боль, и тебе эту боль нужно отпустить, чтобы что? Ну, как минимум, чтобы стать здоровее, богаче, чтобы проработать свой, ну, как он, финансовый канал здоровья, чтобы достигать своей цели, чтобы изменить свою реальность и начать что-то новое, закрыв гештальты старого. Но, скорее всего, это прежде всего здесь комбинация касается мужчины какого-то, да, ну, если вы женщина. Но если мужчина, тоже может касаться отношений, в том числе и с женщиной, да. И здесь получается, смотрите, сверху 9 кубков. Мужчина, который как бы там себе во благо живет, да. А здесь 3, а здесь сердце болит. И смотрите, если мы свяжем эту карту больное сердце и вот этого мужчину-эгоиста, то мы получим 12. У вас как будто бы кармический узел с мужчиной, который живет себе в кайф, но пока еще не до конца закрыт, да, не разорван. А вам как бы карты показывают, тебе, ну, желательно этот вопрос решать каким-то образом, иначе тебя вот эти руки, которые в стиксе, да, из стикса, пытаются тебя затащить вот в мир вот этого прошлого, да. Кстати, карты намекают на то, что для тебя будущее более, ну, как бы что-то новое, тебе важнее, чем цепляться за предыдущие какие-то слои мира. Окей, а давайте тогда с прошлым спросим. Вот посмотрим теперь, какие вот знаки, да, идут судьбы. Вот первые признаки судьбоносных вестей. Вот что указывает на приближение новости, даже если ты это не видишь или не замечаешь. А смотри, королева Пентаклей и король Пентаклей, 2 стихии выпадают одну на другую. Ну, во-первых, на приближение новости указывает женщина, особенно Козерог, Телец и Дева. И особенно, если она каким-то образом касается работы, денег, финансов, да, и мужчины, Тельца, Козерога и Девы. То есть об этом говорит женщина, об этом говорит, может быть, жена твоя, если ты мужчина, об этом говорит, может быть, мама, да, допустим, твоя или его.
Может быть, говорит дочь, потому что королева Пентаклей может быть и дочерью, особенно если ее интересуют деньги каким-то образом. Да? Вот. Это вот на приближение этой новости тебе указывает женщина, с которой ты постоянно пересекаешься и решаешь вопросы денег, финансов, и она касается каким-то образом мужчину еще, да? Потому что здесь король Пентаклей, а здесь рыцарь жезлов, видишь, рядышком. Окей. Хорошо, вот кто или что может стать проводником этой новости, да? Человек, случайность или знак. Вот он проводник, видишь, мы же и смотрим. Проводником этой новости будет кто угодно, но в конечном итоге, кто бы не был проводником, ты его не знаешь, да? То есть признаки: ты видишь женщину, а может быть, ты эту новость пока не готов принимать еще. Ты о ней не знаешь, и кто станет проводником, ты не знаешь. Тебе, фиолетово, кто принесет эту новость, да, или кто станет проводником. Тебе ее придется просто принимать, эту новость. Тебе просто ее придется принять. Какая бы она ни была, от кого бы она ни была и так далее. Ну, кто это? Человек, случайность или знак? Ну, скорее всего, человек. Скорее всего, человек. Это не случайность, это принятие решения, поэтому это, скорее всего, будет человек или знак от человека, да, как говорится. Но давай смотреть. Страшный суд, туз жезлов, да. Вот какая ситуация в твоей жизни скоро заговорит новым смыслом? Что будет иметь новые смыслы, да? Страшный суд как раз. Отношения с мужчиной и с женщиной будут иметь новый смысл. И применение твоей силы и силы по отношению к тебе будет играть новые смыслы. Ну, такая карта, на самом деле, это обуздание демонов, да, и здесь Таро, это Таро такое про ужастики всякие, да. Давай так скажем, новые смыслы для тебя будет иметь то, как ты распоряжаешься своей энергией, своей силой, своим творчеством, и как по отношению к тебе будут прилагать эту самую силу. То есть новым смыслом с тобой заговорит ситуация, где ты столкнешься с силой, которую тебе придется преодолеть. Вот так. А вот откуда эта информация придет? Через встречу, сообщение, может быть, внутренний какой-то инсайт. Туз жезлов проверим. Откуда придет эта информация? Информация тебе это придет все-таки, да, от человека. То, что я говорил, двойка мечей. Вот он, король мечей. Это может быть мужчина, скорее всего, водолей, близнец, весы. Мужчина может быть военный. Мужчина может быть на государственной службе судья, прокурор, адвокат, полицейский, охранник, бодигард, да, такое. Ну и вообще мужчина, который может быть очень-очень умным, да, или быть большим специалистом в своей области, король мечей. Поэтому все-таки тебе придется принимать то, что мы говорили по двойке мечей, да, все равно от кого, да, но тебе придется ее принять, смириться с этой новостью. А с другой стороны, это касается где-то силы, да, то есть проявления силы. И это мужчина, который с мечом, да. Ну, может быть, это еще мужчина с севера и мужчина, который имеет отношение к полетам, перелетам, к авиации, да, и, может быть, путешествиям по воздуху. Все-таки мечевые – это огонь воздуха, да. Ну, или этот мужчина имеет связь с огнем, с воздуха, да, такой, или громогласный, громовержец и так далее. Хорошо, но это будет встреча с мужчиной все-таки. Вот давай спросим. Вот я смотрю, и у меня рождается прям, смотри, вопрос какой. Вот какой внутренний вопрос ты задаешь судьбе, и вот именно на него сейчас уже готов ответ. Какой внутренний вопрос ты задаешь судьбе? Ты задаешь вопрос о мужчине и о власти. И ты, по сути, задаешь вопрос, будешь ли ты иметь власть над тем, что тебе дорого? Будешь ли ты иметь власть над мужчиной? Имеет ли власть над тобой мужчина? И
Ну, какую роль здесь имеет власть над этой всей ситуацией, в том числе и государственная власть. Поэтому, по сути, ты задаешь судьбе вопрос о власти мужчине и власти как таковой над этой ситуацией. И на нее готов ответ. Власть имеет контроль. Ну вот так, да? Власть имеет контроль. И мужчина имеет власть над этой ситуацией. Высшие силы, говорят, всегда здесь дают приоритет власти и мужчине. Поэтому, если смотрит женщина, то она, скорее всего, контроля не сможет получить. А вот если смотрит мужчина, то мужчина овладеет контролем в этой ситуации. Поэтому мужчина, получается, как бы в приоритете, а женщина нет. Ну и здесь идет очень много информации от мужчины. Очень много мужских карт. Смотрите, 2 мечей мужская, 3 мечей больше мужская, король мечей, император. И эта информация идет от мужчины к женщине. О том, как она столкнется с некой силой, с информацией, которую ей придется принять, и о том, что власть, сила власти, и мужчина имеет власть и контроль над этой ситуацией. Да? Интересный такой раскладик сегодня получается, прям волшебный. Хорошо. Давайте посмотрим саму новость. Да? Вот погрузимся в стихии самой новости воздуха. Да? Вот о чем ты узнаешь в ближайшее время? О чем именно ты узнаешь в ближайшее время? Ты узнаешь о том, что, возможно, кто-то питает к тебе чувства, эмоции. Возможно, ты испытаешь новые чувства, и где-то кто-то тебя чем-то удивит, и это будет весьма эмоционально. То есть, о чем ты узнаешь в ближайшее время? О том, что тебя очень сильно удивит. Может быть, порадует, а может быть, очень сильно взволнует. Но учитывая то, что паж кубков, это может быть касаться и ребенка, и человека, которому ты испытываешь чувства. И, давай так скажем, это ни о чем. Эта карта не говорит конкретики, о чем ты узнаешь. Мы задали вопрос, о чем ты узнаешь, да? Хотели материализовать. А нам карты не дают материализовать. Нам карты дают эмоцию. О чем бы ты ни узнал, это тебя, заденет твои эмоции. Ты скажешь «Вау!» или «О!» или «А!» это будет эмоция, да? То есть тебе идет эмоция извне, и она может тебя как обрадовать, так и напугать, в принципе, да? То есть она может быть разная. Эмоция может быть разная. Вот что будет, давай так скажем, для тебя настоящим шоком или сюрпризом? Но тебе придется его принять. Да, вот проверяем эту карту. Шоком или сюрпризом? Для тебя будет шоком и сюрпризом то, в чем ты сомневаешься. Вот ты сомневаешься в чем-то, да, колеблешься в чем-то. Вот напиши, в чем ты сомневаешься, колеблешься, или это для тебя станет шоком. Тот вопрос, да. Ну и, возможно, здесь вот эти глазки, да, такие, как оченята, да, я кажу. Но, возможно, для тебя сюрпризом и шоком будет то, что за тобой кто-то наблюдает. Поэтому имей в виду, на всякий случай, если чувствуешь, да, что это, тебе кажется, что это паранойя, так может, это и не паранойя, да. А вот что эта новость разрушит, да, а что, наоборот, укрепит? Она может как разрушить что угодно, так и укрепить что угодно. Но, учитывая то, что здесь пустота, она может ничего не разрушить и ничего не укрепить. Она может как бы пройти незамеченной. Пустая карта. Поэтому в хаосе может быть все, а может быть ничего. Видишь, как интересно падает. Может быть, все упрется в конечном итоге в твою силу, в твою силу воли, и в твои качества, в качество твоей личности, да. У меня почему-то такой ответ идет. Хорошо, а вот с чем эта новость будет связана? С чувствами, с работой, с дорогой, решением какого-то человека и так далее, да? С чем она будет связана? Эта новость будет связана с чувствами влюбленности, возможно, с поездкой, особенно по делам, может быть, с командировкой или с поездкой по бизнесу.
Но это внезапная новость, неожиданная. Карта неплохая, но учитывая то, что здесь открывает этот расклад Паш, есть сомнения, есть хаос. Все-таки предсказуемости какой-то очень мало, да, и ни одного старшего аркана, а очень много хаоса. Поэтому давай так скажем, эта новость будет связана с чувствами, возможно, с бизнесом, возможно, с дорогой и, возможно, даже с мужчиной, потому что жезлы с чувствами к мужчине и так далее. Ну и с поездкой к мужчине или мужчине. Вот почему судьба? Почему судьба? Почему судьба? Выбрала именно этот способ донести это послание до тебя. Ну, смотри, здесь карта звезда. Во-первых, потому что женщина. Потому что это самый чистый путь, потому что это честный путь, потому что это мечта, путь красоты, да, вот это с этим будет связано. Но, возможно, это все-таки у меня, почему судьба выбрала именно этот способ донести послание, потому что таким образом ты становишься чище. И, это как бы справедливо по отношению к тебе с точки зрения судьбы. И для того, чтобы ты стал чище, неважно, кто ты, женщина или мужчина, да, поэтому судьба выбрала этот способ донести тебе это послание, потому что ты чист или должен очиститься таким образом, да, после этой новости ты станешь чище, и это будет справедливо. Ну и такова цель. Да, вот почему судьба? Потому что у судьбы такая цель, потому что это такая карма, то есть ты от этого никуда не уйдешь. Звезда – это как бы направление, в котором ты идешь правильно. Поэтому по, как бы, в кавычках, мнению судьбы это справедливо, честно и чисто для тебя, и это тебя очистит. Ну, тут страшный суд есть, и это по страшному суду всегда идет очищение от чего-то, избавление. Поэтому судьба считает, что она права, и она честно поступает с тобой таким образом, передавая тебе эту новость, да, как таковую. Окей, давай посмотрим немножечко твои эмоции теперь, да, и твои реакции на эту новость, да. Вот какие эмоции вспыхнут в тебе при получении этой новости? Вы скажете себе, ты это заслужил, или ты это заслужила, или ты это заработал, или, в худшем случае, в худшем случае вы скажете себе, допрыгался, да, или доработался. 8 пентаклей, ты это заработал. Вот так. А вот что ты решишь сделать, работать, и 7 пентаклей, да, 8 пентаклей, 7 пентаклей, вот что ты решишь сделать первым? Поверить, проверить или убежать, да, например. Но вы будете проверять, скорее всего, по пажу мечей. Это недоверие, в любом случае тревога. Вы не поверите, скорее всего, потому что здесь 2 мечей и здесь сомнения. Сразу вы не поверите, и, скорее всего, вы будете проверять. Будете ли вы убегать от ответа или от этой новости? Вряд ли, если только сильно не испугаетесь. То есть, если вас не испугает, а напряжет, да, то есть адреналин будет, тогда вы будете проверять. Но сразу вы не поверите и, скорее всего, будете проверять, если не испугаетесь, если не убежите. Можете ли вы по пажу мечей убежать? Теоретически да, но учитывая карты, я думаю, что у вас будет храбрость как-то попытаться проверить то, что вас даже что-то испугает, если, да. Вот так идет. А вот давайте смотрите, хаос и паж мечей. Вот как рождается вопрос здесь, отсюда идет поток. Вот как это известие затронет твое сердце и отношение к людям, да, то есть мы сейчас смотрим внутреннее, да, и внешнее.
Это известие, оно заставит тебя больше работать, больше добиваться чего-то, прилагать больше усилий, тратить больше денег, работать больше. Но на окружение твое и отношение к людям в худшую сторону оно не повлияет. То есть ты не закроешься в себе, не станешь социофобом, социопатом, да, и так далее. То есть, социум по отношению к тебе будет дружелюбен, а ты останешься дружелюбен с социумом. Поэтому ты не рассоришься с социальным своим окружением, да, и не уйдешь в себя, не закроешься, не замкнешься. И где-то это тебя заставит, работать над собой, да. И, может быть, брать какой-то опыт у окружения своего или соседнего, да. А вот давай смотреть, 8 жезлов и 3 пентаклей, да, вот что станет твоей первой мыслью, когда ты осознаешь услышанное, да, вот когда ты именно придет в тебя осознание это. Что твоя мысль, да? Я это заработал, и я этого добился, я этого получил, я этого хотел, хоть мне и больно, но я принимаю то, к чему я шел. Потому что рядом звезда, да? То есть твоя мысль, я наконец-то это сделал, да, и я заслуживаю то, что я получаю, да, с этой новостью. 9 пентаклей – это вознаграждение или роскошь. И мысль может быть такая, да, все-таки здесь 8 пентаклей, 9 пентаклей, 3 пентаклей, 7 пентаклей, да, все по пентаклям идет. То есть вы что-то зарабатываете, вы что-то получаете, какое бы оно ни было, хорошее, плохое, вы получите что-то в конечном итоге, и вы скажете, какое бы оно ни было, вы осознаете, но оно мое, оно такое, да, вот по 9 пентаклей. Возможно, вам это даже понравится, потому что 9 пентаклей – это очень, роскошь, да, или шик, а звезда – это цель, поэтому... Может быть, вы даже скажете, осознаете, что ваша мечта или осуществляется, или вы становитесь еще ближе к мечте благодаря тому, что будет происходить. Оно не всегда может и хорошее происходить в жизни, но все равно вы будете больше осознаннее, потому что звезда – это ясность ума еще, это чистый водолей. А быть чище – это не обязательно быть чище на энергетическом уровне. Это может быть на уровне осознания, да? Хотя энергетика тут тоже не играет немаловажную роль. Вот какой скрытый страх, давайте вот проверим здесь отдельно от этих всех карт, какой скрытый страх может пробудиться, но он важен. И почему? Скрытый страх может пробудиться в связи с потерей мужчины, или в связи с уходом мужчины, или в связи с мужчиной, который уходит или ушел и не пришел и так далее, да? С ушедшим мужчиной, да, или уходящим мужчиной. Почему он важен? Его вам нужно пережить на этом пути, да. Но, возможно, он важен для того, чтобы вы могли отпустить этого человека, потому что это отпускание. Или он важен для того, чтобы вы смогли перейти с того места, где вы ощущаете залипание, зависание или место прокрастинации, да, или выйти из прокрустового ложа, да, то есть из ситуации, где вы засиделись, как в теплой ванне, и вам нужно переходить через некий дискомфорт, и вы будете бояться переходить, отпуская что-то или кого-то. Давайте посмотрим смыслы, явные и скрытые смыслы ситуации этой, да, новости этой. Вот что Вселенная хочет тебе сказать через вот эту ситуацию? Вселенная тебе хочет сказать, что ты столкнешься с магией, с тайной. Карты напрямую тебе не говорят, что хочет тебе Вселенная сказать. Ты сама или сам будешь додумывать. Но здесь такой тонкий намек, что Вселенная хочет тебе сказать, что магия есть, даже если ты в нее не веришь. Да, вот так. Интересно. А вот как это событие поможет тебе закрыть старую карму и исцелить прошлое? Возможно, будет закрыт гештальт с мужчиной, особенно с мужем.
может быть закрыт гештальт с отцом, и, возможно, вы станете выздоравливать и сможете найти себе подходящую работу. И это будет, это кармическая карта. Это событие, оно поможет тебе отработать, да? Но в каких аспектах? Работа, муж, сын, и здоровье здесь всегда эта карта, да? И это добиться результата с мужем, с сыном, со здоровьем и, может быть, где-то с отпусканием чего-то, да? Может быть, были какие-то потери, которые вы компенсируете себе как минимум на уровне работы и здоровья, это как минимум. И здесь какая-то служба идет, прямо я вижу, да? Рыцарь Пентаклей, человек-то служит. Но дальше мы не можем, тут жрица нам закрывает, поэтому мы не можем сейчас сказать, кому и чему служит этот человек. То есть, чему он сейчас служит, тайна, и его служба, она может обернуться совершенно другим лицом по отношению к тебе, к твоей жизни, да, и в той ситуации. То есть, то, чему служит этот человек сейчас, может быть, это даже и ты сейчас служишь, а может, это твой партнер. То, что есть сейчас, оно в будущем, оно отыграется вообще непредсказуемо как, потому что жрица, она не дает ясности, да. Если ты, допустим, служишь сейчас одному, то в конечном итоге то, чему ты служишь, оно может превратиться совершенно в другие цели, да, как говорится. Какое послание спрятано между строк не в словах, а вот в ваших чувствах? Давайте так скажем. Тебе нужно успокоиться, и как бы ты сейчас ни колебался, тебе нужно, как говорится, переспать с этим раскладом, проснуться, возможно, переслушать его еще раз и взять отсюда еще инсайты. Поэтому между строк карты говорят: не торопись, не принимай никаких решений, не бери дурного в голову, тяжелого в руки, не решай все сегодня, отложи до завтра утром, а завтра вернись к этой ситуации, переслушав расклад, и осознай этот расклад с другой точки зрения. Почему? Весы, да, и мы видели висящего, да, попадался нам вот здесь где-то в математических моментах, да? Да, попадался. Так вот, тебе нужно не попасться в ловушку, да, в капкан, а просто взвесить это все по весам. То есть ситуация требует более трезвого ума на свежую голову. Вот так. И даже если ты эту новость получаешь, сразу реагировать на нее ты можешь как угодно эмоционально, но действия у тебя должны быть взвешены по принципу утро вечером мудренее, потому что вот эта карта ночи. И тебе нужно переночевать, да, и выйти на другой цикл, чтобы получить отсюда дополнительной информации и посмотреть на ситуацию под другим углом. Вот что в этой новости урок, а что дар? Вот урок, а вот дар. В этой новости урок – это предательство и, знаете как, просчет. В плане вы хотели получить что-то, поставив на кон все. Вот тут-то вы просчитались. И, возможно, коварства и предательства вы не ожидали. Поэтому в этой ситуации урок – это просчет, поражение и предательство. А даром для вас будет являться король кубков, как минимум. Ваше сердце все равно успокоится, вы очиститесь от негатива. И если мужчина ищет чувства, то он их найдет. А если женщина, то она найдет короля кубков, то есть любимого мужчину, любимого партнера вы найдете, кто бы вы ни были, мужчина или женщина. Хорошо, а вот давай тогда спросим еще дополнительно, какой духовный рост ждет тебя после того, как правда откроется, да? Тебя ждет духовный рост в том, что тебе сейчас не открывается, ты на это не обращаешь внимания, и, возможно, тебе это еще и не нравится, оно тебе не по душе. Поэтому тебе
ну, духовный рост пойдет там, где у тебя духовного роста нету. То есть это направление, оно еще мы не точно знаем его, оно не открывается, эта информация. Может, это магия, может, это психология, может быть, это искусство. Здесь по чашам это все творческие аспекты в женском направлении, да. То есть это что-то творческое именно, да. А что именно? Ну, ты на это сейчас либо закрываешь глаза, либо оно вообще, ну, допустим, ты не любишь рисовать, а ты будешь рисовать. Ты не любишь петь, а ты будешь петь. Ну, к примеру, или там стихи, или это там что-то с искусством связано, или это с дизайном что-то связано. То есть это что-то гуманитарное ломится. Но ты либо это сейчас отвергаешь, либо ты этого сейчас не замечаешь. Либо просто у тебя на это сейчас нету сил, либо знаний, да. Либо тебе еще и не надо это знать. Поэтому какой будет духовный рост? Ну, может быть, ты перестанешь обижаться на кого-то или винить себя. Вот по 4 кубков сразу можно сказать, что как минимум ты не будешь кого-то винить и обижаться. Да? Ну, и винить себя. Не кого-то винить, да, обижаясь, не винить себя, чувство вины у тебя будет, ну, как минимум, да, там, на минималках. Да? Вот давай посмотрим, какие изменения будут после этой новости, которая идет к тебе. Вот что изменится в твоих отношениях, если новость касается любви. Если новость касается любви, тебя ждет примирение, ну, счастливая семейная жизнь. Но, возможно, она скромная, но счастливая. То есть тебя ждет счастье в семье, в том формате, к которому ты стремишься. Да, это скромные достижения, но в отношениях это очень хорошая карта. Это уют, покой и благоденствие в твоей семье и в твоем доме. Да? То есть это порядок в твоем доме. А вот смотри, как повлияет это на твое финансовое и жизненное направление, эта новость. На финансы и на твою жизнь эта новость повлияет таким образом, что ты станешь большим хозяином своей жизни, чем был до этой новости. Но тебе придется поверить в магию, придется пройти через магию, потому что мы как раз жрица рядом, смотри, как ложится, вот жрица, а вот маг, да. И, возможно, ты начнешь творить свою телему сам и начнешь какое-то свое дело. Ну, может быть, начнешь химичить что-то, займешься алхимией какой-то. И какая-то будет алхимия ведома только тебе, потому что 4 кубков ты еще пока что не готов это знать и пожриться. Да? Поэтому ты пройдешь магию, осознаешь ее, как она работает, и ты станешь управлять своей ситуацией, той ситуацией, которой ты стремился управлять всю свою жизнь. То есть ты станешь руководителем своей судьбы или управляющим таким. Да, и при этом не будешь привлекать внимание посторонних людей к себе. Какие люди появятся рядом, вот партнерство, да, карта рядом, какие люди появятся рядом после этого события? Разные люди, но эти люди могут быть как добрые, так и не очень. То есть, ну, возле тебя после этого события появятся люди, которые придадут драйва твоей жизни, динамики твоей жизни. И эти люди дадут импульс твоей жизни, такой импульс, что тебе будет, ну, во-первых, тебе будет хотеться жить, а с другой стороны, твоя жизнь заиграет, это 5 жезлов, да, это конфликт и игра одновременно, заиграет новыми красками. Но эти краски будут не только розовые, но где-то и серые, где-то и черные, да, где-то голубые, а где-то зеленые. Но разные люди, которые не дадут тебе скучать. Вот так. Вот. Тебе скучно не будет с этими людьми. И это будут, возможно, новые игроки в твоей жизни. Не всегда, которые играют за тебя, но они будут давать смысл твоей жизни. И учитывая то, что по этой карте ты умеешь управлять, то, возможно, эти люди будут как подчиняться тебе, так и играть не только против тебя в твоей жизни. Да? То есть это уже как бы, может быть, где-то твои даже союзники будут. Да? А вот давай спросим, вот, что нового начнет проявляться в твоей судьбе уже в ближайшие дни, недели, месяцы? Вот загадай себе
отрезок времени, который для тебя важен. Можешь поставить на паузу. И да, не забудь написать комментарий, подписаться на канал, стать спонсором канала и поставить лайк к этому видео. Вот что нового начнет проявляться в твоей судьбе уже на днях. Но смотри, если ты женщина, в твою жизнь идет чувство, ты будешь проявлять чувство к кому-то. Ну, а если ты мужчина, какая-то женщина будет проявлять чувство к тебе. И это чувство любви, заботы и нежелание отпускать то, что дорого. Вот к чему в итоге приведет эта новость, которая у тебя на пороге, к завершению, к началу, к пробуждению чего-то нового и великого в тебе. В итоге эта новость заставит тебя двигаться вперед. Оно пробудит твое эго, твои нереализованные энергетические потенциалы, твои эмоции и амбиции. И объединив твои силы, твое эго, твои эмоции, амбиции и нереализованные потенциалы, позволит тебе мчаться на колеснице твоей судьбы, управляя ей так, как тебе это нравится, играя по своим правилам, со своими энергиями, со своими союзниками, а возможно где-то врагами. Это поможет тебе начать новое, завершив старое, и переместить себя туда, где ты себя видел так долго, идя так долго к своей мечте, порой делая остановки і осознавая свої прожиті жизненні етапи. І нехай тобі щастить, і нехай в тебе все вийде. Особливо те, що ти бачиш зараз на цьому аркані. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.